И всем привет! Давно не виделись на варках пива. Наконец-то наступила осень, чуть-чуть стало прохладнее, и в квартире тоже. И поэтому можно начинать варить пиво. Особо не парясь, как его охлаждать. Ну, надеюсь, запись идет. Сегодня будет очень интересная варка, которую я планировал на самом деле уже несколько лет как. И все никак не решал, и все не решался ее сделать. Как вы уже поняли, баварская НИИПА. Назовем ее так, как рабочий вариант. Как вы уже знаете, я живу в городе Мюнхен, Бавария, и тут очень много всяких вайсбиров. В каждой деревушке свои варят варианты. Но почему-то никто не делает сухим охмелением, не дает больше хмеля, не экспериментирует особо. У них все по классике. Пшеничное пиво, дрожжевой профиль, немножко с кислинкой, сладковатый у некоторых, и или банановый, или гвоздичный вкус и аромат. И будем экспериментировать, как будто баварец, немец, проснулся с утра и решил, что ему не хватает хмеля в его вайсбире. Раз мы уж говорим о Баварии и Германии, то это новый современный хмель, который они вывели, называется мандарина Бавария, который я также прикупил, полкилограмма, на наши скромные 30 литров вполне хватит. Альфа-8, ну и позже посмотрим, как будем задавать его. Как я и сказал, хмель не так уж давно вывели, всего в 2012 году. У нас рядом здесь, под Мюнхеном. В противовес баварской пшеничке у нас будет в аромате цитрус, мандарин, апельсин, лайм, ананас даже может появиться. Есть недалеко от Мюнхена такой район, буквально 30 километров на север отъехать, называется Хеллетау. И он является самым большим в мире таким неделимым комплексом земель по выращиванию хмеля. В нем выращивается больше всего хмеля в мире. И как раз там, в центре, и вывели, придумали мандарина Баварию. Фу, что-то сложно после перерыва говорить на камеру. Как вчера. Как обычно, со вчера я ничего не подготовил. Ни солод, ни воду. Вот с утра вода набирается у нас. Напомню, через обычный осмос домашний. Пока добирается вода, как раз есть время помолоть солод. Ну и погнали смотреть, что нам пригодится сегодня. Сильно отходить не будем от классического рецепта. Небольшой склад у меня тут такой образовался. Закупился солодом. То есть, как базу берем пилс, пшеничка, то бишь вайцен. Будем использовать хлопья, также пшеничные и хаферы. Как это? Геркулесовые. Ну и так как все-таки все пшеничные пива, они не желтые, такие не как IPA, а имеют золотистый такой глубокий мутный цвет. Поэтому можно было бы добавить, конечно, мюнхенский, но вот это вот вкус хлеба не хочется получать. Поэтому какой-то подкрасим карамелькой буквально немножко. Ну и быстренько, что у нас по засыпи? Базовые. Пилснер будет и пшеничный солод. Немножко подсмотрю. Получается, берем 6 килограмм на 24 литра воды. То есть выход будем рассчитывать 30 литров готового пива. В теории. Так как это все-таки у нас будет баварское пиво, хоть и охмеленное, все равно будем сдвигаться в сторону мутности. Поэтому пшеница, вайцен, берем 50%. В нашем случае получается 3 килограмма. Пилс, тоже база, 40%, берем 2,4 килограмма. Хлопьями будем все замутнять, их 10%. То есть 5% овсяных,
300 грамм. И также пшеничных хлопьев тоже 5%, 300 грамм. И я же хотел еще чуть-чуть подкрасить. Нашел карамель. Карамель цветностью 20-30. Вот сколько взять? 200 грамм, 300 грамм. Давайте 300. Быстренько сейчас все помолим перед засыпью. Получится у нас такой неокисленный солод. Да как промахнуться можно было мимо? Мне тут друзья сказали, посмотрели видео, как я пиво варю. Сказали, очень интересно, но ничего не понятно. Какой солод, зачем воду солить, когда хмель, что вообще. То есть люди любят пить пиво, но в процессы никогда особо и не вникали. Ну и поступил такой запрос, сделать видео с более подробным разъяснением, что, куда, зачем, почему. Я, конечно, не технолог, не претендую. Но думаю, если технолог будет рассказывать обычным людям про пиво, про все процессы, там, наверное, тоже будет сложно что понять. Так что пишите в комментариях, будет ли интересно такой ролик. И пригласим того человека, кто это спросил, на варку домой ко мне. Пусть тоже варит пиво. Так сказать, познает на практике. Первое задание будет помолоть солод. Ну что, вода отфильтровалась, нагревается. И пора поговорить о подготовке. Так как у нас вода из-под осмоса, не факт, что там прям 100% все очистилось, но будем принимать то, что как дистиллированное. Поэтому необходимо посолить, но в этот раз будем делать немножко по-другому. У меня базово только 2 соли, хлорид кальция, то есть кальциум хлор, и гипс, кальциум СО4. Этим мы пользуемся больше, когда хотим подчеркнуть горечь, сухость, такой хмель. В общем, больше в вест-костах подходит. В нашем случае больше тела, мягкости такой, плотности. Для этого мы будем использовать кальциум хлор и его в большем количестве. Также я часто использую брютан-би для стабильности, но, как опыт показывает, может влиять на связывание белка и в конечном счете помешает нашей мутности, осядет весь белок. Поэтому в этот раз мы его возьмем за скобки и не будем использовать. Так как кальций тоже связывает белок, ну а хлориды как раз держат мутность. Ну и на наш объем, то есть получается 24 литра воды, 6 килограмм солода. Я буду использовать кальциум хлорида 8 грамм и гипса 2 грамма. Делим все пополам, заносим до добавления солода, а вторую часть уже в конце кипячения. Начали потихоньку засыпать солод. И да, по паузам. Я делаю 52-ю паузу белковую. С европейским солодом, наверное, это не так уж и обязательно. Но как-то по опыту, после много варок, без нее как-то с пеной были проблемы и мутностью. Так что для пены, мутности, белка 52-я пауза. Я до нее до 52 грею воду, начинаю засыпаться. Засыпемся и сразу пойдем на следующую паузу. Тем самым и пройдет как раз 10 минут этой паузы. Потом будем подниматься на 64-ю паузу. Там уже будем стоять подольше, чтобы образовались у нас сахара для алкоголя. Где-то 40 минут. Не забываем, что пока мы перескакиваем с одной паузы на другую, у нас же тоже процессы идут, поэтому может и 35 минут. Следующая пауза 72-я на альфа-амилазу для более плотности. Сладости тоже нам надо. Где-то за 15 минут у нас все осахарится с учетом перехода
этого нагрева. И потом на 78-й мышаут. Не спеша помешиваем. Водный профиль. Это сколько получается? 24-25 литров на 6 килограмм. Думаю, этот показатель со временем уже не так важен. Каждый знает свои объемы, каждый знает свое количество солода. И уже от своих объемов пляшет. Помол получается такой классный. То есть разбитые, но муки нету. Может и не встрянем с промывкой. После внесения солода pH 5,4. Супер. Больно закислять не будем. 5,5 тоже пошло бы, наверное. Закончилась 72-я пауза. Такая красота у нас получается. Уходим на мышаут и на промывку. Итак, 78-я пауза, мышаут. Пару минут. Хорошенечко все сейчас перемешаем. Остановим все процессы. И будем поднимать бункер. Ах, какой цвет уже сейчас хочется выпить. Ну, погнали. Для начала промываем на себя, так сказать, делаем фильтровочный слой насосом, чтобы ковшиком не париться. Минут 5, наверное. Стараемся равномерно, чтоб не оголилась у нас дробина. Ну что, течет уже такое чистенькое, желтенькое. Так что можно добавлять первую промывочную воду. Вода у меня греется тоже заранее. По идее, сколько надо воды? Столько, сколько солода, столько и воды. Но нужно, конечно, всегда побольше запасаться. Потом будем подгонять просто под плотность нашу, нужную перед кипом. Я, например, всегда ставлю 15 литров. Потихоньку начинаем промывку. Ну да, и вода где-то 75 градусов плюс-минус. Залил я 6-7 литров. Буквально 10 минут. Все стекло. Прикольно. Как я делаю? Слегка аккуратненько так. Размягчим. Откроем новые пути. И еще пару-тройку литров зальем, чтобы уж точно нам весь сахар смыть. Ну и наконец, любимая рубрика. Выгребание дробины. Слушайте, а вот эта идея с практикантом вообще классная. Нашел еще одно задание. Разбавил я, в общем, еще сусло до 32-33 литров где-то. Что получилось у нас 11% поплата. Крепкое нам пиво не надо, надо питкое. На кип выходим, померил я 5,5 pH. Для кипа, наверное, немного многовато. Так что будем спускать до 5,3. Фух, все помыли. Как раз у нас сусло закипело. Выходим на кип. Кип будет не долгий. У нас не пилснер какой-то, там ДМСов нету. Поэтому 60 минут. И весь хмель сместим. Так как нам горечь не нужна. Только такая слабенькая, легенькая. Поэтому все сместим на вирпул, на
охлаждение уже где-то с 90-80 градусов, ближе к 80 градусам закинем. Напомню, у нас мандарина Бавария, альфа 8, и будем давать 150 грамм. Бахнем и посмотрим. Ну и все остальное, конечно, на сухое охмеление. 2 раза будем охмелять, но это уже посмотрим. Пока идет кип, емкость заливаем бродильную с тарсаном раствором. 15 минут осталось до конца кипа, поэтому будем вносить чиллер и такой вот мешок для хмеля, для вирпула. Так, я это уже один раз делал. Система рабочая, но не оптимальная. Мешок, чиллер в мешок. Получается такая конструкция. И внутри можем как раз задавать, закидывать хмель. Тихонько опускаем для дезинфекции. Минут 15 пускай еще покипит. За 10 минут до конца кипа дадим наши оставшиеся соли. Ура, ура, ура! Кип закончился. Выключаем. Даем чуть-чуть воду. Охлаждаем до 85 градусов. И будем вносить хмель. Задаем хмель. Самый приятный момент. На вирпул. Где-то 85 градусов. В наш мешочек. После кипа плотность где-то 12 с копейками. Так, 25 градусов, поэтому можно уже переливать. Стояла под старсаном. Просто слил, не споласкиваю ничем. Без трубок, просто вот как аэрация. И да, конечно, важный вопрос. По дрожжам. Что же мы будем использовать? Немцы, конечно, делают упор на свои вайсбиры как раз дрожжами. Дрожжевой профиль у них играет роль. Мы же в нашей немецкой New England IPA возьмем, конечно же, дрожжи для New England. Нам тут этот профиль банано-гвоздичный совсем не нужен. Поэтому лалимант. Ну и осталось засыпать дрожжи. Без предварительной подготовки. Просто сверху. Ждем. Ага, ждем. Идем мыть все. Первый день. Полет нормальный. Забродили. Офигеть, за 2 дня сбродило до 6. С 12. Пора задавать хмель. Пока еще брожение идет как раз. Всего 2 дня прошло, а пиво у нас уже сбродило. С 12 до 6. Так что нужно срочно давать хмель. Первая засыпь на сухое охмеление. Буду делать по стандарту. То есть где-то 10 грамм на литр хмеля на сухое охмеление. Поэтому на мой объем 30 литров будем давать сейчас 100 грамм. И потом уже через пару дней еще 200 остатков. Сухое охмеление также будем делать мандарина Бавария. То есть у нас такой получится зинглхопт. Все одним хмелем забахаем. Все у нас продезинфицировано. Максимально быстро. Пока еще бродит, кислород схавают дрожжи. За 5 дней сбродило где-то до 5. Ну и пока бродит, надо задать оставшийся хмель. Напоминаю, на 30 литров используем 10 грамм на литр. То есть первый раз задали 100 грамм. И сейчас пойдет 200 грамм. Еще на неделю оставили в холодильнике на 5 градусах. Плюс до 3 сбродили. И осадили все. Еще недельку постоял в холодильнике на плюс 5. Пришло время разливать.
Подаем небольшое давление сверху, чтобы кислород не набирать. Здесь углекислотой будем заполняться. И переливаем в кег. Кег продезинфицированный. Стоял под давлением, продутый. Получается, запускаем пиво через вход, вернее выход out. Там трубка идет в самый низ. И будем снизу вот так вот потихоньку поднимать пиво. Ну и уже в кегах можем ставить на карбонизацию под давление. Где-то 1,8 бара на несколько дней. Нам нужна тут хорошая карбонизация. Наконец-то пришло время разлить наше пиво по бутылкам. Оставил я еще в кегах на 2 недели, чтобы оно дошло немножко, дозрело. Осадок еще упал. Потому что если брать емкость 30 литров брожения и туда задавать 10 грамм на литр, то как-то много получается. Остается вот этот травяной привкус. Никак его не убрать. Хотя каждый день сливал осадок с хмелем. Мой временный сетап, как всегда, оказался постоянным. Продуваем бутылку. Фиксируем. Выравниваем давление. И пошло пиво. Спускаем давление. Ну и предлагаю, пока разливаем пиво, сразу продегустировать, что же у нас там получилось. Мандарина Бавария, Single Hopped, двойное сухое охмеление. Ну, пахнет прям как нипка, IPA-ка. Такой фруктовостью, цитрусовостью. Апельсинки, мандаринки, все как мы любим. Не сказать, что прям сильно, такая бомба. Но точно отличается хмель, это не пилсовский уже, конечно, хмель. Наверное, карамель, конечно, в IPA уже в современных реалиях давать не надо. Как-то 300 грамм мы дали, перебор. Пахнет так немножко в сторону брюдоговского панка IPA. Горечь есть, довольно-таки сильная. И вот остался такой травянистый привкус от хмеля, который никак я не смог убрать из пива. Горечь такая на уровне Евера Пилса, если кто-то знает. То есть New England IPA или Hazy я бы это, конечно, не назвал. Но такой добротный West Coast вполне себе. Можно делать и на баварском хмеле, не обязательно закупаться в Америке. А если взять еще большое ЦКТ какой-то, где можно охладить и снять хмель уже как надо, то вполне себе можно делать крутые IPA в Баварии. Классно. Ну и пока я дегустировал, ждал, осталось из 10 литров только 6. Во втором кеге, наверное, так же. Ну все, до следующих варок. Продолжаем разливать.